Всем привет! И добро пожаловать на канал Павел Саныч, где мы обозреваем компьютерное железо, периферию и гаджеты. А сегодня, судя из названия этого ролика, который я, скорее всего, назову «Стал жертвой маркетинга и купил 3D принтер от Bambolab», где мы разберем, так ли хороши эти принтеры, как они говорят, что можно сделать в домашних условиях и вообще, нужен он вам или нет. Обсудим и другие важные темы, понятное дело. А сейчас давайте небольшая история, потом распаковка, сборка и так далее. Садитесь поудобней, берите что-то похрустеть и поехали! Давайте начнем с маленькой предыстории, как я вообще заболел этой 3D болезнью, прежде чем мы перейдем к распаковке. Если вам это не интересно, все будет в тайм-кодах, и вы можете просто перейти сразу на распаковку. История, конечно, не сильно выдающаяся, но она есть. Началась она совсем просто, где-то в 10-х годах, а может даже немножечко раньше, когда мы с другом с моего двора любили часто заходить в магазины техники. У нас был какой-то там блатной магазин, ну в принципе как был, он и до сих пор есть. Нашли мы тогда что-то там такое невиданное, очень интересное, а именно 3D ручку. Это было что-то невероятное на те года, как минимум для нашего города, как для нашей страны. Стоила она, я помню, тогда в районе косаря баксов, это было просто заоблачная цена, особенно для нас, подростков, а о 3D принтере вообще не было даже и слова. В этом возрасте я, понятное дело, никак себе не мог ее позволить, максимум это PSP. И вот спустя уже пару лет появились первые принтеры, которые были максимально сложные в своем освоении для обычного, понятное дело, юзера. Их надо было собирать, их надо было программировать, настраивать, короче, столько всякой ерунды, которые большинство людей не могли себе позволить, и именно поэтому они не получили какого-то массового распространения. Потом появились первые фотополимерные 3D принтеры. Если вы не знаете, это принтеры, которые печатают смолой. У меня было пару корешей, которые себе приобрели данный девайс, но я понимал, что не хотел всем этим заниматься, этой смолой. Дома вообще лучше не держать такой принтер, оно там неплохо так воняет, требует достаточно много усидчивости в характере от человека. Эти 3D принтеры очень сильно востребованы к чистке. За ними надо очень сильно ухаживать, значит их надо постоянно мыть. После каждой печати надо их полностью высушивать, вытирать, обезжиривать. Фигурки эти надо сушить в специальной камере. Эти смолы воняют. Короче, не для меня. А потом еще все это раскрашивать, сидеть часами раскрашивать. Я никогда бы на это не пошел, особенно в те годы, когда они были максимально популярны. И продолжал ждать. Я все-таки инженер по образованию, не художник, и мне всегда хотелось создавать что-то именно полезное для человека. И после 2020 года, к моему счастью, рынок принтеров очень сильно скакнул. Они начали печатать нормально, достаточно на первый взгляд доступно для простого человека, но все же требовали навыки 3D моделирования, чего у меня в принципе нет по сей день, но может появиться хоть что-то в рамках даже именно этого ролика, о чем мы посмотрим, понятное дело, чуть позже. И вот у нас конец 2022 года, вышел первый Bambook P1P, все сразу такие: чудо инженерии, блин, теперь 3D принтер у каждого в доме. Но чудо не случилось, цена на старте продаж тоже была в принципе не сладкая, и на этом все закончилось. Потом придумали P1S, а это по сути просто застеклянный P1P, скажем так, как балкон в хрущевке. И массовое распространение, массовую рекламу они начали давать только к концу 2024 года, когда тупо решили через своих представителей по всему миру засылать на обзоры всем возможным блогерам свои принтаки, и, как ни странно, это сработало. Люди начали покупать, начали пользоваться базой данных уже активных энтузиастов, и все полетело. И я скажу, это очень даже хорошо, это действительно работает, но на это было потрачено немало средств, на весь этот маркетинг, и его надо как-то отбивать. Поэтому цена на Bambolab немного выше, чем даже у своих конкурентов, а их конкуренты, ну, ничем не хуже, судя по моим наблюдениям. Надеюсь, в дальнейшем мы как-нибудь попробуем, особенно если это вам интересно. Но есть большое но во всей этой истории с другими принтаками. Можно сколько угодно говорить, что принтаки Creality доступней, или Eliga, Anybook. И да, цена нового принтера будет в принципе действительно приятнее, чем у любого аналогичного бамбука, но из-за своей рекламы, из-за всего этого маркетинга с блогерами и так далее, они получили массовость. Сейчас Bambolab есть практически в каждом уголке, как новые, так и БУ. Если вы не хотите отдавать здесь и сейчас mucho grande peso за новый принтер, то вы всегда его можете купить банально БУ. И знаете, я пошел и решил найти аналоги Bambolab на нашем БУ рынке. А там просто такой шлак, самодельные, какие-то кривые, косые, древние, лет
по 5, по 6, они уже нафиг никому не нужны, не то что печатать на них. Не знаю, конечно, как у вас, но у нас пару кубиков, может быть, найдется, ну, за приличную цену, понятное дело. В основном это полимерки, которые уже никому не нужны, ну и старые модели, как я только что сказал. Тоже P1S, который, в принципе, тоже старая модель, на БУ рынке стоит неадекватных денег. Поэтому, как по мне, ситуация с 3D принтерами абсолютно такая же, как и с китайскими электричками. Те, кто следит за автомиром, знают, что если, не дай бог, у вас в машине что-то сломалось, или еще хуже, вы попали в ДТП на каком-то Лизяне или Зикре, да и в принципе на любом автомобиле, который редкий в вашем регионе, цены будут на запчасти или космос, или идти просто долго. Вот я, например, взял БУ принтер, на нем намотано немало, очень даже немало, а именно более 5000 часов на секундочку, и в дальнейшем мне придется менять ремни. Бывший владелец заявил, что они еще походят где-то 1000-1500 часов, это порядка там нескольких месяцев бесперерывной печати, но я бесперерывно печатать не буду, он будет 100% молчать ночью надо все-таки отдыхать, а не печатать, и в том числе принтер. Так вот, найти бамбулабовские ремни у нас, здесь и сейчас, можно элементарно. Да, цена будет там нормальная, но если вы поищете где-то аналоги, в том же просторе, а не на официальном сайте, вы 100% найдете. На том же самом Алиэкспресс, да, ждать, но на Алиэкспресс даже есть, и стоят они прям копейки-копейки. Какие-то запасные части, хотенды и так далее, все в доступности, все массово так распространено. И если вы возьмете какой-то Creality, вопрос, вы купите завтра ремень или нет? Вы купите какую-то запчасть, если у вас сломается она, или нет? Лично в моей стране, ну, это под большим вопросом. А если взять какой-то и более-менее неизвестный бренд, это точно нет. Так что поэтому Bambulab, да, он имеет место быть. Как бы его там не рекламировали, он получил свою массовость, и да, цена на него кусается, но из-за того, что он доступен во всех направлениях, будь то столы, ремни или любые другие запасные запчасти, вы можете достать буквально завтра. Особенно если вы живете в столице любой страны, где есть их представители. К тому же на Алиэкспресс просто масса столов, разных там всяких подсветок, которых не хватает на том же А1, о которых мы с вами поговорим чуть позже. Аналогов AMS, потому что системы AMS на Bambulab, все говорят, очень тупые, медленно меняют филамент. Что такое вообще AMS, мы поговорим, наверное, даже чуть позже тоже. И я не знаю, чего еще можно найти на том же Али для Bambulab, чего вы не сможете найти для других его аналогичных соперников. Поэтому давайте мы сейчас перейдем к распаковке, а о всем остальном мы поговорим чуть позже. Поехали! Вот такая вот коробочка, которая еле помещается в кадр вместе со мной. Поэтому давайте мы сейчас его вскроем. Сам принтер БУ, не новый, обзор будет максимально честный. Взял его сугубо для себя, а может быть и что-то подзаработать на нем, но это не точно. Это мы тоже разберем, можно или нет, с одним только принтером. Так что давайте сейчас вытащим его отсюда и начнем нашу сборочку. Опять сборочки. В комплекте бывший хозяин оставил нам родной филамент. Ну, посмотрим. Какой-то пластик. Инструкция. Меня попросили собирать по инструкции, так что посмотрим. Или соберем по наитию, как думаете? Судя по тому, как он разобран, все-таки придется нам воспользоваться вот этой инструкцией. Короче, вот такая вот куча бала, и сейчас их надо все это собрать, все эти запчасти вместе. Ну, в принципе, стол достаточно новый, но бывший владелец сказал, что он пользуется другим столом, холодным столом. В дальнейшем будем разбираться, надо холодный стол или не надо для наших целей. Но это, наверное, уже будет в отдельных видео в дальнейшей перспективе. А сейчас давайте приступим к сборочке. Ну, в комплекте все, что нам предоставил бывший владелец, это, понятное дело, сам провод питания стандартный. Ого. Столик. Юзанный, видно, что юзанный. Видно даже, что на самом столике когда-то печаталась катушечка. Вот это, понятное дело, это сам 3D принтер, его подвижная часть, которая еще называется дрыга. Сменные резинки. Ага. Одна снята. Короче, будем сейчас разбираться, что к чему.
но в комплекте нету Accessorize Box. Не знаю. Да, я лично ее не вижу. Короче, ладно, погнали собирать, там будем видеть, что хватает, чего не хватает. 4 транспортировочных винта мы удалили. Это, наверное, самое легкое. Следующая у нас стадия — это поставить стол вовнутрь этой штуки. Как это делается? Да элементарно. Просто 45 градусов и вот так вот. После чего в инструкции пишет удалить вот эту вот защитную штуку, но у нас она удалена, поэтому следующая стадия — просто закрутить 10 винтов. Тут есть зеленые метки, тут походу ее сняли, и 3 винта на самом столе. Так что давайте быстренько закрутим. Эту стадию мы закончили. Следующая стадия у нас опять с винтиками. Отодвигаем наш стол, и сюда опять становится 2 винтика. Берем нашу штучку. Так вот он выглядит, конечно, куда аккуратнее. Потом мы должны поставить на край стола наш принтер. Здесь у нас все провода подключения, ну, ничего сложного. Каждый пин свой разъем, и тогда он будет, в принципе, уже готов. Здесь у нас такая приблуда с 5-контактным и с 4-контактным разъемом. 4 контакта — это у нас X-мотор. Тут у нас 5-контактный — это камера. И вот этот вот, это у нас Z-мотор. В принципе, я уже все подключил. Осталось снять вот это вот и установить, скажем так, навесное оборудование. Тут написано: не беритесь и не давите на ось X. Понятное дело, оно достаточно хрупкое. Некоторые пишут на карбоновое, но не уверен, что именно в этой версии. Это мы узнаем чуточку позже. Так что давайте мы сейчас вскроем это, да, соберем это, и в принципе у нас он уже готов. Итак, мы уже почти все собрали, осталось кое-что навесить, без чего смысла 3D принтера никакого нет. А именно, это наш филамент. Посмотрим, сколько он сейчас весит. Этот у меня сушился в открытой вот такой вот упаковке последних несколько, часов 10. И вот этот вот сушился просто завакуумированный. Посмотрим, может быть, разница есть какая-то в их весе, потому что многие говорят, что если их сушить в закрытой упаковке или вообще не сушить, то они набирают влагу. И сейчас мы посмотрим, какая у них будет разница и вообще будет ли. Hello, Moto. Итак, вместе с катушкой у нас 1 килограмм 10 грамм, 10-10. Так что вот такой вот результат у нас здесь. Вскрываем эту упаковку. Это Pedge. Не знаю, как насчет PLA, если там разница в запахе, но он воняет больницей. И тут у нас килограмм 40. Так что в сухом остатке, вот так вот, в таком виде, на теплом полу он у меня сушился, не в специальной камере, потому что у меня ее пока что нет. Этот на 30 грамм легче. Может быть, на 30 грамм меньше пластика, есть такая вероятность, но есть еще и вероятность, что все-таки здесь на 30 грамм влаги меньше. Потому что говорят, что PET достаточно впитывает в себя влагу. Поэтому прежде чем начать печать, желательно его немножечко посушить, будь то теплый пол или где-то там, не знаю, может быть на радиаторе можно, напишите. Можно, не можно на радиаторе, если вы это знаете. Так что, чтобы было полезно нашим читателям. Техника в руках дикаря называется, и еле разобрался, как правильно просунуть в эту дырочку весь филамент, чтобы подключить его к хотенду. Но разобрался уже хорошо. Так что давайте, наверное, его запустим. Давайте его все-таки с другой стороны. Так, с другой стороны куда удобней. Я хоть что-то вижу. Давайте later, филамент, peg, load. Начал работать. Вот уже даже начинает греться 47, 59, 64 и так далее градусов. Греемся, греемся. Так что пока он греется, давайте скажу пару слов. Он, как я уже сказал, БУ. Я его взял на БУ рынке. Намотано на нем немало часов. Посмотрим, критично это или нет. А сколько намотано, вы спросите? 5400. Не маловато. Будет это как-то критично, не будет, мы будем об этом видеть. Также развеем миф насчет качества исполнения и долговечности принтеров Bambu Lab. А сейчас вы видите, он начинает что-то творить. Плохо видит филамент. Давайте его дальше сунем. Да, действительно, техника в руках дикаря. Не хочет он меня печатать, ругается на загрузку филамента. Буду сейчас разбираться. Работать и одновременно разбираться. Так что я сейчас ненадолго отключаюсь. Вернусь буквально через щелчок пальцев.
Прежде чем мы продолжим наш видос и я расскажу про результаты работы с принтером, попрошу вас прямо сейчас подписаться, поставить лайк. Это для меня стимул работать дальше, для вас это совершенно не сложно, займет буквально 1 секунду. Так что, пожалуйста, подпишитесь. Я вернулся после этой небольшой паузы, и вот такая вот поляна у меня получилась. У меня есть что рассказать, есть что показать, так что давайте начнем. Да, я думал, что я приду на следующий день, но потом меня осенило, и я подумал, зачем делать вставку с такими, сомнительными успехами, и поэтому я решил сделать немножечко больше подделок и вернуться к вам с результатами. Тем более снимать перед работой так себе удовольствие, начинаешь спешить, совершать ошибки, как это было в принципе тогда, когда у меня ругался на филамент. Оказывается, надо было просто пару раз нажать, чтобы он его банально пропустил. Но я этого не знал, теперь знаю, как он работает, вообще никаких проблем. Так что давайте я сейчас расскажу про свои успехи, и умозаключение. Напечатано, как вы видите, тут достаточно большое количество всякой продукции, скажем так. Некоторые не поставил в кадр, потому что от нее нету смысла, она просто бы загромождала кадр. Работал принтер с самого утра и до 12 часов вечера, так что работал он много. Почему не работал он вечером, я расскажу чуть позже. Тут у нас первым делом было напечатан вот этот вот упор для штуки, который обрезает филамент. Когда он его обрезает, он его откидывает в сторону. И чтобы он не разбрасывался по столу, она ударяется и падает вниз. После чего было напечатано, понятное дело, корзина, куда падает филамент, и пластиковый скребок. Конечно, сомнение, что вообще скребок нужен, можно чуть-чуть пластину двигать, и оно, в принципе, потом руками само отойдет. Но это уже дело каждого. Многие печатают железный, точнее, чтобы сюда лезвие вставало. Как по мне, неправильно брать скребок с лезвием и снимать готовую деталь при помощи металлического предмета по пластине с напылением. Понятное дело, это быстрее гораздо износит саму пластину. Легче просто чуть-чуть ее там потеребонькать и потом самому снять руками эту деталь. И вообще я не понимаю, почему производители бамбука не предусмотрели заранее вот этот вот упор, корзину. Скребок еще ладно, там многие просто забавляются их печатать. Но вот это, как по мне, это обязательно. Хотя бы у них не так, как у многих других производителей, когда просто остатки филамента падают на рабочую поверхность. Это прям вообще труба-труба. И еще были напечатаны вот эти вот штуки, которые не дают этому проводу провисать сильно вниз. Оно смотрится некрасиво и, не знаю, может быть, не точно, конечно, но может быть зацепить какую-то высокую деталь. Я это проверять не стал и, в принципе, никому не советую. Многие делают полностью из цепочки, например, вот такой вот, делают из одной стороны в другую, чтобы он вообще не провисал. Но это достаточно затратно по материалу, и я решил не делать для вот этого проводка, который практически не особо шевелится, вот такую вот цельную конструкцию. Многие еще делают вот сюда вот цепочку, чтобы она красивее туда-сюда двигалась, но пока что я тоже к этому не пришел. Может быть, в дальнейшем приду, но, если честно, не уверен. Посмотрим, будем видеть, это не последний выпуск по 3D принтеру. После чего я сделал крепление для нашего микрофона с прошлого ролика про дичь с AliExpress, который вы можете увидеть вот здесь вот. Да, он зеленый, но никто не отменяет краску, правильно? Мы его, скорее всего, покрасим, посмотрим, как оно держится. Грунтовать я это не буду, он у меня будет статичный, будет где-то надо мной, чтобы не бросался в кадр, не бросался мне в глаза, не было этой подсветки, потому что, если честно, она мне не нравится. А выключить ее нельзя, потому что это служит каким-то индикатором для тихого и обычного рабочего режима. Вот такая вот интересная подставочка, точнее крепление. Потом крепление для телефона. Его я тоже буду использовать для того, чтобы можно было снимать вертикальные, точнее горизонтальные подсъемы всякого оборудования, те же самые сборочки, разборочки и прочей ерунды. Его еще есть над чем доработать, поставить всякие мякушки, допечатать еще, скорее всего, 2 штуки, наверное, надеюсь, 2 штуки. Короче, есть что переделать, точнее доделать, но не так, чтобы прям сильно долго. Напечатал, так как скоро у нас Новый год, у меня, не знаю, как у вас, когда выйдет выпуск, но, скорее всего, прям перед Новым годом. Либо уже сразу после. И напечатал всякие новогодние игрушки, типа вот таких вот снежинок, елочка одна, елочка другая. И вот такой вот голубь из «Один дома». Кто знает, кто не знает, не знаю. Для меня еще одним из самых важных было сделать всякие органайзеры, типа вот таких вот, для тех же самых проводов, чтобы они аккуратно лежали. Все для кабель менеджмента. Вот эта вот штука будет у нас из компьютера. А вот это вот провод, к которому подключается все, что у меня будет под компьютером. К тому же у меня есть еще что печатать. Например, вот такие вот защелки для самих проводов, которые будут под столом.
у них есть небольшой брак. Вот, например, у вот этой вот. Первый зуб, он достаточно длинный по сравнению с теми же самыми вот этими. Они здесь плюс-минус в один рост. Здесь прям видно, что они разные. И из-за того, что он работает на натяжении, то оно вот так вот не хочет зацепляться. Да, это легко лечится, либо спиливается путем там напильника, паяльника, либо просто выламывается вот этот вот зуб, и оно будет все спокойно закрываться. Но из 6 штук, напечатанных на столе, 2 дефективные. Это не страшно, это лечится, никаких проблем в этом нету, все хорошо, так что не переживайте. Мне еще есть что печатать, а это крепление для всяких блоков питания тех же самых мониторов, для крепления сетевого фильтра. Может быть, парочку еще таких мне понадобится, но это я посмотрю чуть позже. Крепление для той же ган-зарядки, которую мы с вами распаковывали в прошлом видео, о котором я только что, в принципе, упоминал. Так что у меня еще есть что печатать. Своими результатами я в дальнейшем буду делиться в телеграм-канал, а ссылочка будет в описании. Так что подписывайтесь на телеграм-канал, может быть, вы там найдете себе тоже что-то интересное. Следующее, что я напечатал, это вот таких вот дракончиков и змей для своих племянников. Это я им подарок на Новый год. Сейчас закончу отснимать вот этот вот кусочек и пойду завтра, скорее всего, уже отправлю. И вот такой вот дракончик, не знаю, они такие кайфовые, вот это так интересно за ними наблюдать, как они печатаются. Но долго, очень долго. Вот этот вот дракончик печатался 8 часов. У меня есть одна игрушка, я ее забыл. Новогодняя игрушка, очень красивая. Вот сейчас вот прям будут подсъемы, как она выглядит. Да, она черная, потому что это был мой первый опыт. Но выглядит безумно красиво. Сейчас, скорее всего, я ее покрашу, и вы увидите, опять же, прямо сейчас, потому что магия монтажа называется, и вы увидите, как она выглядит в другом цвете. У меня до Нового года еще достаточно много времени, 2,5 недели, так что есть еще над чем поработать, над чем поиграться. Даже у вас тут скрывается вот такой вот гольф первого поколения, но это уже игрушка для меня, скажем так. Он мало того, что ездит, так у него еще есть подвеска. Если его вот так вот прижать, то будет неплохая такая станцуха. Очень даже нравится, но собирать не нравится. Я на него потратил полчаса, многие запчасти не хотели нормально защелкиваться, и постоянно, когда ты пытался засунуть другую запчасть, одна запчасть вылазила, и ты постоянно вот это вот пытался их все вместе одной рукой держать, другой рукой вставлять. Лучше пользуйтесь клеем. Заклеили, суперклей, сразу пусть будет. Тем более она одного удара об землю, когда она у меня упала, развалилась нафиг, поэтому лучше склеивайте. Мой вам совет. В общем, из всей этой истории можно сделать вывод, что печатай, не перепечатай. Но, как всегда, во всей этой истории с 3D принтером есть подводные камни, и о них мы с вами поговорим прямо сейчас. Итак, многие обзорщики, особенно тем, которым заслали 3D принтеры от Bambu Lab, говорят, что они невероятно тихие, и под них можно даже спокойно засыпать. Но это немножко не так. Да, они невероятно тихие, он явно будет тише моего компа на максимальных оборотах, и я сейчас прямо возьму шумомер, включу какой-то стресс-тест на своем компьютере, и вы увидите, что их громкость плюс-минус равна. Но если вы оставляете его печатать на ночь, то звуки стола и звуки головы, особенно на скорости, очень слышны. И в гробовой вот этой вот тишине вы их будете слышать отчетливо, не то что постоянно гудящий компьютер, к которому в принципе привыкаешь и никаких проблем. А1 считается более тихой версией, чем тот же P1 или X1 Carbon, которые так сильно сейчас перят блогеры. Так что однозначно под него все равно спать не получится. Но если привыкнуть к нему, в принципе, тоже можно, почему нет? Вон многие люди засыпают под телек, а это чудо будет явно тише, чем телек. Лично для меня это не фонтан, а вы думаете сами. Второе, что о нем говорят, что он печатает с коробки и что это iPhone среди принтеров. Про печатать в коробке это достаточно неправильное определение в принципе, а вот про iPhone это вообще бред. Я всю жизнь просидел на Android, начиная с Samsung Galaxy S2, и последние года у меня тоже были только Samsung, в которых я никогда ничего не настраивал. Один раз настроил и забыл, потом они просто переносятся. Так же самое и на всех айфонах. Потом все настройки просто переносятся в ваш новый iPhone. В айфоне все равно есть функции, которые мне неудобны, и я до сих пор, если честно, к нему привыкнуть не могу. Для меня Samsung все равно number one, но камера у них отстой, это факт. Так что да, начнется срач в комментариях, если это видео вообще кому-то залетит. Но к чему я веду? Даже Bambu Lab надо настраивать. Да, он простой. Наверное, как любой современный смартфон. Но все равно его надо настраивать. Не каждая модель вылизана своим создателем до идеала. Возьмем, например, вот этот вот Dodge.
от Доминика Торетто из фильма «Форсаж». Я просто взял ее и напечатал. Все параметры выставил по рекомендациям. Не знаю, рекомендация это от Bamboo Studio или от создателя модели, честно, не знаю. Но скорость печати была выбрана крайне быстрая, и толщина слоя, в принципе, тоже. Поддержки у этой модели крайне сложно удалять, я потратил кучу времени, выглядит это все приотвратно. Я думаю, вы прямо сейчас в этом убеждаетесь, потому что я сделал подсъемы. А сам кардан какой-то у нее гибкий. Да, это можно убрать путем физической обработки, либо химической обработки, но кто из вас будет этим заниматься? Возможно, кто-то и будет, чтобы сохранить пластик, но посмотрим. Я тоже посмотрю, мне просто интересно, но чуть позже, сегодня я пойду разбираться, в чем проблема, и попробую напечатать ее в нормальных соотношениях с хорошим качеством. И да, проблема в кривых настройках, можно было сделать ее немножечко лучше. На этой модельке я включил сглаживание в разделе качества, выставил профиль на 0,8 мм вместо стандартных 20 и дальше просто не стал еще что-то менять. Потому что и так время печати увеличилось на целый час. Получилось, конечно, лучше, на видео это может быть не сильно видно, но поверьте, разница есть. К сравнению будет вторая моделька. Также у меня случилось плюс-минус с первой, второй и, наверное, четвертой снежинкой. Именно вот в этой форме, потому что у нее достаточно много тонких мест и много чего было выбрано неправильно. Путем проб и ошибок, путем всех этих настроек скорости, настроек толщины, которые он делает, настроек температуры стола, все вот это вот, точнее не стола, а сопла, все вот это вот пока ты не настроишь, он может у вас не напечатать. Поэтому можно сделать вывод, что работать из коробки будет, но только хорошо адаптированная модель. А если оно плохо адаптировано, то ничего, понятное дело, не сработает. Это не iPhone, как все пишут, говорят. Это смартфон, его надо настраивать под себя и понимать, что ты настраиваешь. Поэтому человек, который не пытается даже в этом разобраться, наверное, даже 3D принтер от Bambu Lab не поможет. Отдельно хочу добавить за приложение Bambu Lab Studio для компьютера и Bambu Lab Handy для смартфона. Они плюс-минус одинаковые, но все же отличаются. В них есть поддержка русского языка, но все модели сугубо описаны на английском. И в любом случае версия для компьютера будет куда лучше. Можно использовать переводчик, если вы особо не в ладах с английским. Там есть слайсер, все настройки и так далее, чего нет в самом смартфоне. Так что если вы хотите печатать нормально, вам обязательно нужен компьютер. Хотя бы чтобы скинуть подготовленную модель на саму флешку и печатать с принтака. Потому что если модель кривая, выбранная скорость неверна, для филамента нужна немного другая температура и так далее, то вы не сможете сделать то же самое через телефон. Но у телефонной версии все-таки есть один плюс, который я нашел в версии для телефона, но не нашел в версии ПК. Если вы знаете и нас смотрят какие-то прошаренные люди, подскажите, где, чтобы знали все. Лично я не знаю. А эта функция пропустить печать. Что она значит? Что вы можете через телефон остановить печать определенной детальки на столе. Если у вас там несколько деталей, 3, 4, 5 и так далее, то вы можете одну, которая криво, например, выходит, вырезать и продолжить печать других моделей. Это очень приятно, потому что у меня даже когда я печатал две снежинки, вот такая вот снежинка, из-за того, что они немножечко разные в структуре и неправильно подобранные температуры, скорость, вот такая вот пружинка пошла по бороде. И я просто ее взял, отменил, и она потом продолжила печатать нормальную снежинку, из-за чего не пришлось отменять абсолютно всю печать. Это приятно, это хорошо, поэтому все-таки и телефон, и компьютер вам желательно. Давайте немножечко затронем тему насчет самого пластика. У нас есть Pedge пластик, который был в начале видео, там где я устраивал распаковку из коробок, а сейчас вот здесь вот стоит PLA пластик. Есть один миф, который гласит якобы, что печатать педжем тяжелее, чем печатать PLA. Я убедился, что это сугубо миф, и ничего с реальностью он не имеет. А даже если честно, наоборот, вот этот вот PLA я брал у человека, который в принципе его и производит. И если честно, у него достаточно большое количество нюансов, которые надо постоянно настраивать, постоянно надо держать температуру 240. Не знаю почему, на нем надо держать температуру 240, производитель рекомендует именно эту температуру. Кто знает, скажите мне. Потому что сам PLA, даже Bambu Lab автоматом выставляет 220. Если не выставить 240, то деталь может буквально даже не приклеиться нормально к столу. Приклеится, да, вот, например, вот это приклеилось, но, если честно, она не очень. Поэтому нюанс уже есть по PLA гораздо больше, чем по PETG.
Пэдж, вот этот вот, никаких проблем. Вообще, от и до, каждую деталь печатал на стандартных настройках, и я вообще ничего не менял. Главное это выставить именно Пэдж, когда вы начинаете печатать, потому что однажды я не увидел, что я выставил Пэдж, у меня стоял PLA, и ничего не хотело печататься. Но оказалось, просто я дурак, техника в руках дикаря, ну, сами типа понимаете, что. Поэтому не бойтесь брать Пэдж, если вам кто-то наплел, что PLA гораздо лучше, чем Пэдж. Никакой разницы нахрен нету. Вот это Пэдж, все, что зеленое, черное, все Пэдж. Вот это, правда, PLA, он кажется, наверное, черным вам, но он графитовый. Тут все сделано вот так вот. Ладно. Звездочки и машинка с поддержкой — это PLA. Никакой разницы между ними нет. Абсолютно. Поэтому берите Пэдж, он дешевле, не бойтесь. Может быть, он даже менее капризный, но держите его все-таки в тепле и в сухости. Любой пластик держите в тепле и в сухости. В общем, 3D-печати мне еще разбираться и разбираться. На это уйдет не один месяц. Я печатаю пока что 8-9 дней. И вот такие вот у меня пока что есть результаты, которыми я поделился с вами. Я хочу еще в дальнейшем научиться моделировать. Об этом будет, скорее всего, отдельный ролик. Надеюсь, вам будет это интересно. Мне нужен крепление для компьютера под стол, чтобы он поднимался вместе с ним. Не такое, как у меня сейчас, которое вы могли, наверное, видеть в видео про мою видеокарту. Сейчас ссылочка будет вот тут вот. А нормальное, жесткое, чтобы можно было снимать его, ставить без всяких проблем. Да, могу я его сварить или сделать из того же ДВП, ДСП, да хоть не знаю, из фанеры, наверное. Но нет, я хочу сделать именно из пластика. Он достаточно крепкий, идея у меня есть, осталось все это научиться моделировать. Так что давайте научимся вместе. К тому же мне надо много креплений для той же самой квартиры. Например, вот этот вот пылесос, который у нас был про Ditch AliExpress. Я хочу сделать, чтобы ты его поставил, и он сразу заряжался. Потому что поставить крепление, потом подключать отдельную зарядку — это немножечко такой геморройчик. Ну и много чего другого мне надо. Поэтому много чего надо моделировать. И из-за этого надо учиться. А мы будем учиться вместе с вами, надеюсь. Итак, раз видос будет под самый Новый год, решил полноценный итог переснять и добавить пару слов, о которых я не знал, когда записывал все это в прошлый раз. Давайте перейдем к минусам, советам и потом к плюсам. Из минусов конкретно этой модели. Первое. Печатать что-то маленькое достаточно сложно. Детализация страдает, он иногда трет кусками, так что лучше какую-то относительно маленькую модель печатать отдельно. Тогда все будет качественно, и именно из-за размеров на Dodge Toretto совершенно не гладкая крыша. Потому что шаг сопла относительно плавности крыши и капота получается достаточно большим. Все это не критично, и, скорее всего, это проблема именно в самом этом принтере, точнее его модели. Хотелось бы попробовать напечатать и другими принтерами, но пока что у меня это не получится. Есть вариант попробовать с соплом чуть меньше. Тут у нас в стоке 0,4 мм, также есть еще 0,2 мм. Но это мы посмотрим в другом видео. Например, тот же Dodge при сопле 0,4 мм печатался целых 6 часов. С соплом 0,2 мм это, наверное, будет, не знаю, как минимум 12, потому что сопло в 2 раза меньше. Второй минус. У него приотвратнейшая подсветка. Ее тут по факту просто нет. Я купил на Алике вот такую вот диодную ленту, которая вставляется в сам принтер, но он ей управлять не умеет, поэтому здесь есть кнопка. И это ничем не лучше, чем просто, наверное, обычная лента с магазина, которая будет на USB, которую вы можете втолкнуть в розетку и также наслаждаться как и этой. Так что не тратьте время, покупайте в ближайшем магазине. Третий минус. У него приотвратнейшая камера. Все, что находится здесь, в принципе, отвратительно. Так что забудьте про красивые видосики, если вы собираетесь их снимать. Забудьте про таймлапсы делать. И наблюдать за печатью в режиме реального времени, в принципе, тоже забудьте. Потому что частота обновления, наверное, плюс-минус кадров 5. Ну, может быть, больше. Но это не точно. А вот как изменить положение камеры, потому что положение тоже, скажем так, не фонтан, у меня есть идея. Но об этом мы поговорим в следующем видео. Четвертый минус. По сравнению со старшими братьями в лице P1 и X1 он достаточно медленный. Большинство моделек рассчитано под, наверное, P1. И когда вы выберете в графе принтеров свой принтер A1, то печать, например, с 3 часов перескочит на почти 4 часа. Это достаточно большая разница, и это немножечко, если честно, неприятно. Пятый минус. Его размер. Вы скажете, наверное, сейчас, да он же маленький. Но не тут-то было. У него есть стол, который называется дрыга. И он двигается вперед и назад. Сзади он на плюс-минус где-то 3 пальца вылазит, даже почти 4, а спереди на целую ладонь.
Так что учитывайте, если вы будете ставить его где-то у себя, где достаточно ограниченное место, что он еще двигается. Поэтому ему, скорее всего, нужно больше места, чем любому другому кубическому его собрату. Шестой минус. Автоматическая смена филамента. У данных принтеров серии А есть AMS Light. То, что она Light, это не значит, что она легкая, скорее больше кастрированная. В ней нет закрытого корпуса, она всегда открыта, а также в ней нет сушки филамента, что в принципе уже, как по мне, немножечко неправильно. Она жирнее, ее многие люди ставят вот так вот вертикально, и тогда она занимает чуть меньше места. А вместе с системой AMS Light этот принтер получается просто огромный. Не знаю, нужен он или нет в таких размерах, как по мне, это дикий минус, но я взял без системы AMS. К тому же у меня есть идея, как сделать эту систему самому, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. По минусам вроде бы все, если будут какие-то дополнительные минусы, я вам обязательно об этом расскажу у себя или в телеграм-канале. Ссылочка вы сами знаете где. А сейчас перейдем к советам. Первый мой совет – всегда мойте пластины перед печатью. Как минимум перед каждой большой печатью. Если вы печатаете что-то маленькое, ну, наверное, не стоит. Но если печатаете что-то много, что-то большое, то желательно помыть. Это даже рекомендуют все создатели моделек на Bamboo Studio. Если вы зайдете, под большинство моделек написано типа Attention, короче, мойте пластину. Даже насчет клея никто ничего не говорит. Я тоже ничего не могу сказать, потому что клей ко мне только приехал. Второй совет. Не ставьте много деталек печататься одновременно. Это вам не сократит время, а наоборот даже может сделать только хуже. Есть детали, которые более тонкие местами, и пока дойдет до этой детали печать, то вот эти вот тонкие места, они постепенно будут отходить от самой поверхности. И в результате чего со временем сопло сорвет эту деталь. И потом пойдет все это в разнос, все это повредится, и вы начнете все заново. Надо оно или нет, скорее нет. Так что если у вас есть возможность напечатать по нескольким деталям, которые особенно детализированные, печатайте их по отдельности. Это гораздо будет качественней, чем печатать много и непонятно чего. Потому что будет усадки, это все-таки не профессиональный закрытый корпус. Учтите это, когда будете заниматься большим количеством печати. Третий совет. Если у вас свет отключается даже на 5 минут, продолжать печать, ну, нет никакого смысла. Деталь остывает, стол остывает, сопло остывает, деталь усаживается, и в результате, когда печать продолжится, то оно просто немножечко уйдет в сторону, и все будет испорчено. Если это не критично, ну, не критично. А так лучше не тратьте свое время, не тратьте материалы, лучше начните печать заново. И самое главное, плюсы. Сравнить мне просто не с чем, так что будут здесь просто базовые плюсы. А первый плюс, как по мне, это его цена. Он достаточно доступен, у официального продавца он стоит $400, на БУ рынке он стоит и того меньше, а именно я его взял за $250. Как по мне, подобного качества принтаков с такой ценой у нас лично нет. А как у вас, ну, смотрите сами, если есть что-то дешевле и при этом качественней, то вряд ли берите это. Второй плюс – это его ресурс. Я уже сказал, что прошлый владелец напечатал на нем 5400 часов. На секундочку, это полгода бесперерывной печати, либо год по 16 плюс-минус где-то часов. Я уже намотал 400 часов за это время. Прошлый владелец указал, что заменил Hotend. Верить этому или нет, не знаю, но, скорее всего, нет. Потому что об этом мы поговорим чуть позже. Цена оригинального Hotend составляет плюс-минус $30. Если смотреть на долгосрок, к примеру, год, то придется заменить еще и нашу пластину, который стоит у официального продавца $70. Ремни на этот принтер стоят все в круг $50, и, ну, смазка там совсем копейки. Как может быть вентилятор, но не думаю, что он так сильно ломается. Это все цены на оригинальные запчасти от производителя, от поставщика, и в результате все на обслуживание у вас уйдет где-то $150 за полноценный год, если вы будете печатать, правда, наверное, 24 часа в сутки. Будете вы это делать или нет, вопрос в другом. Если нет, это еще лучше, скажем так. Но все равно цена, да, кусается. Но есть но. Аналоги. Аналоги есть у всего, даже у автомобилей, и многие просто покупают аналоги вместо оригинала. Почему я сказал, что я не верю, что прошлый владелец заменил Hotend? Так потому что он спустя, грубо говоря, 400 моих часов и там плюс-минус пару часов, ну, сотен часов, скорее всего, у прошлого владельца, он забился. Да, я его попытался прочистить, но при смене филамента он опять забился. В результате я решил заменить сопло полностью, точнее, Hotend, и цена составила на него плюс-минус где-то $6. Ну, с доставкой 8 за штуку. Я купил сразу и 0.2, цена получилась чуть-чуть меньше из-за того, что доставка получилась меньше. Но отличие от оригинала, даже с доставкой 30 против, ну пусть будет 10. И в результате в 3 раза разница, и это уже неплохая такая экономия. Также и насчет стола.
Стол на том же AliExpress стоит $15. Все говорят, что они не хуже, а значит $15 уже лучше, чем 70. И ремни. Ремни не оригинал, можно найти все где-то за $20. Качественно они нет, я не знаю. Это уже надо будет решать, пробовать. И сколько еще походят вот эти вот, тоже я не знаю. Так что будем видеть, наблюдать, я обязательно все вам скажу. Но вот в чем плюс Bambu Lab, то что вы спокойно можете в интернете, на ваших маркетплейсах, там, на том же AliExpress спокойно найти сменные запчасти к любому виду этих принтеров. Сможете ли вы найти к Creality у вас в городе сменные запчасти, вопрос остается открытым. Я пока что это не изучал. Если вы собираетесь взять принтер этих фирм, советую, конечно, изучить, если вы решитесь на это. Если нет, то, наверное, лучше не стоит. Выберите Bambu Lab, у него есть все в наличии, в вашем городе, в моем городе, в любой другой стране, в принципе, как показывает практика и анализы, так что не бойтесь их выбирать. Третий пункт. Максимально простое в освоении устройства. Большинство моделек печатается с первого раза. Надо просто выставить пластик, которым вы печатаете, и выставить профиль, оптимальный для этой печати. И 90% проблем будет решено. Даже, наверное, кривых деталей. Все максимально просто и понятно, но далеко не каждая модель все-таки удачна. Так что учтите, придется поиграться. Четвертый пункт. Не знаю, можно считать это плюсом или нет, но в отличие от его старших братьев в лице того же P1 и X1, у него есть автовыравнивание стола. И перед каждой печатью он это делает. Почему я не могу считать это плюсом? Ну, потому что я, понятное дело, не трогал никогда другие принтеры. И сказать точно я вам не могу. Но уважаемые всякие обзорщики, которые делают полноценные обзоры на все принтеры, говорят, что это существенный плюс. Так что давайте, наверное, им все-таки верить. А это, в свою очередь, экономит вам время, правильно? Так что, я думаю, это очень полезно. Итого, это очень полезное устройство, если вы что-то творите, хотите создавать, развиваться в этой сфере и просто заиметь какое-то хобби. Если у вас есть ребенок, то это просто, наверное, кладезь игрушек по цене пластика. К тому же можно просто делать интересные вещи и продавать в ноль в интернете, потом хотя бы что-то отбить. А может даже и заработать какую-то пеню на этом всем и со временем просто отбить этот принтер. Но насчет полноценного заработка на 3D-печати я бы не рассчитывал. Все-таки, чтобы на этом зарабатывать, это надо полноценную иметь занятость, а это уже полноценная работа. Так что рассчитывать, что вы купите 3D принтер и завтра начнете рубить бабло, точно нет. Поэтому сугубо хобби, сугубо какая-то копейка, и то плюс-минус это выйдет в ноль. Актуально это может быть, наверное, только на Новый год, Рождество, там, Хэллоуин. На Новый год вообще актуально. Покупайте, если у вас есть ребенок. Это очень полезное устройство, как минимум, как я уже сказал, вы можете напечатать кучу игрушек. Если у вас пацан, то там есть модельки машинок, самолетов, кораблей, которые вы потом можете собирать просто вместе с ним. Ну и, возможно, это стимулирует его развиваться в области 3D-моделирования. Возможно, через 10 лет это уже будет не так актуально из-за этих всех ИИ, но все же сложные какие-то модели будут делать люди, а не компьютер. В общем, 3D принтер уже больше похож на инструмент, на котором можно что-то бесконечно творить и открывать себя с новой стороны. С каждым годом они все проще и проще в усвоении, и освоить его может абсолютно каждый человек. Но тут не берем, конечно, создание модели с нуля, это немножечко сложнее, но эту тему мы обязательно затронем в других видео. Кроме Bambu Studio есть и другие ресурсы с модельками, все качается сразу, в нужном формате для бамбука. Вы просто берете, скачиваете файл, пикаете в него, и он сам открывается в Bambu Studio. Так что дефицита того, что печатать, точно нет. И в бесплатном доступе очень много чего. А есть еще и сайты с платными модельками. Я думаю, вы точно найдете, что напечатать в ближайшие полгода точно. Но, повторяюсь, далеко не все модельки будут правильно сделаны. А у нас по планам будет еще несколько видео. Там система автоматической смены филамента своими руками. Да, она будет кривая, может быть косая, не так сильно хорошо работает, как AMS Pro, но все же сушить филамент она будет, содержать она его в закрытом пространстве будет и автоматически подавать будет. Да, это будет колхоз, но оно будет работать, и на этом хорошо. Потом мы сделаем закрытый корпус уже в других видео и посмотрим, актуально ли это для него или нет, что он сможет с этим 3D принтером и вообще, я вляпался, и вообще будет ли это ему нужно. Так что тоже об этом посмотрим в следующем видео. Я сейчас сказал все это навскидку, будем видеть, что получится. Как минимум 2 ролика по 3D принтеру вы увидите точно. Также мне бы хотелось знать, будет ли вам интересно посмотреть какой-то ролик про печать какой-то там модельки и ее сборку, например, там той же самой машинки большой. Оставьте, пожалуйста, в комментариях, что бы вы хотели видеть из этого и какие есть у вас другие идеи. А я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы в новом году все ваши желания сбывались, комплектующие компьютеров только дешевели, ваши проекты и желания развивались, ну и само собой счастье, куда же без него.
Я с вами буду прощаться. Увидимся в следующем году. С Новым годом!